Друзья, приветствую вас! Это выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие ожидания по индексам и валютным парам на предстоящую неделю. По S&P, ММВБ, рублю, доллару, евро. Так, давайте начнем. Месячный таймфрейм S&P 500. Месячный таймфрейм очень красивый. Он указывает на то, что мы сейчас тестим верхнюю границу проторговки. И нам осталось чуть-чуть, рывок, закрыться выше этого значения. Хотя бы одну неделю. И высока вероятность того, что пойдет дальнейшее движение. Ну, насколько оно продлится, я не думаю, что будет более 3700 до Нового года. Вот. Плюс здесь у нас такая ситуация. Во-первых, развивается активно коронакризис, коронавирус. И есть сильная поддержка, которая 3550. Вот она здесь образовалась. Если она будет пробита и пойдет движение, закрепление на 3500 и ниже, то мы никакого роста наиболее вероятно не увидим, а пойдет как минимум движение вот сюда на 3250 и потом возможно и ниже. Вот. Текущая ситуация, исходя из месячного таймфрейма, она указывает на то, что ну, по крайней мере, в течение 1-2 недели достаточно существенная вероятность еще повторить вот этот подвиг, который был уже в ноябре с движением на 3670 плюс. Так, далее недельный таймфрейм, но здесь все указывает то, что у нас идет консолидация на хаях. Дневочка немножко тревожная, она указывает на то, что была раздача, эту раздачу потом, когда раздали, начали спускать, но здесь есть позитивный момент. Вот исходя из дневного графика абсолютно четко видно, что если будет удержан уровень 3550-3510, вот этот диапазон, если он повторно не будет пробит, то мы, получается, находимся в консолидации, вот в этом диапазоне. И у нас в ближайшие дни разовьется движение к верхней границе, пробой ее и, соответственно, попытка движения на 3700. С учетом того, что AstraZeneca заявила о том, что будет представлять свой препарат на регистрацию в ближайшую неделю-два, у нас достаточно высокий шанс, что мы получим полноценное новогоднее, или как теперь это, наверное, более правильно называть, вакцинное ралли. Вот. Но здесь надо четко держать в голове, что пробитие этого диапазона будет указывать на то, что рост завершился. И у нас здесь, по сути, разворотная формация с целью движения сначала на 3420 и потом вот сюда вот 3200. Далее VIX, индекс волатильности, он же индекс ужаса и страха. Ноябрьский VIX, месячный таймфрейм, пока очень позитивный. Он указывает на то, что вот это начавшееся движение наверх, оно было сломано, но месяц не закрыт. Но недельный таймфрейм, он более специфичный, он указывает все-таки на то, что вот эта попытка роста, которая здесь началась, она пока не сломана окончательно. То есть это больше похоже на существенный корректирующий откат, который в ближайшей перспективе может привести к росту. И дневочка у нас тоже не айс. По дневочке мы здесь фактически развернулись, и сейчас должен пойти рост викса. Ну, как минимум движение к 30. Вот. Если такое произойдет, то тогда мы можем не увидеть новогоднего ралли ни в S&P, ни в других акциях и активах. А какой здесь есть существенный, скажем так, момент, существенный триггер? Здесь, в общем-то, если будет пробито 27,5-28, то это с высокой степенью вероятности будет означать, что разовьется движение дальше на 30 и потом на 39. Вот, поэтому здесь вот надо, я думаю, ориентироваться на вот это значение 27,5-27,8. В случае пробития этого значения мы, скорее всего, не получим новогоднего ралли. Увы и ах. Так, друзья, далее китайский индекс. Китайский индекс нам рисует абсолютно четкую картину. Здесь движение, по сути, идет на попытку потестить вот эту вершину и нарисовать двойную вершину. Либо пробить, либо уйти в космос. Сейчас много позитивной информации относительно экономики Китая. Но здесь надо четко помнить, что там есть ряд тревожных звоночков. Особенно тревожный звоночек связан с тем, что, по моей субъективной точке зрения, они рисуют статистику в большей степени, чем западные страны. И это в какой-то момент может привести к трагической развязке. Но, тем не менее, китайский фондовый индекс CSI 300
на текущий момент по месячному таймфрейму указывает на то, что идет движение как ракета на тестирование двойной вершины. Далее недельный таймфрейм. Вот здесь есть уровень 4600, который, если будет пробит, то весь этот рост складывается и начинается снижение. Но я понимаю, китайский фондовый индекс, он в большей степени представляет, наверное, все-таки теоретический интерес. Кроме тех случаев, когда затрагивается Чермет, Северсталь, ММК и НЛМК. Так, друзья, далее NASDAQ. Но по NASDAQ что тут сказать? По NASDAQ месячный таймфрейм, достаточно здесь такая непростая ситуация. То есть он залез на высоты, дальше ему расти вроде как уже некуда. Ну и здесь либо в ближайшее время будет все-таки тестирование на пробой 12100, либо движение вот сюда к нижней границе. Здесь есть два момента, которые, ну, скажем так, они взаимоисключающие. Первый — это то, что его, конечно, очень сильно надули и перегрели, с одной стороны. С другой стороны, надо четко понимать, что эти компании, которые лежат в основу NASDAQ, так называемый FANMAC, то есть Facebook, Amazon, Google, Apple, ну, ключевые игроки, которые они связаны с новой экономикой. На них делают ставку, и именно поэтому растет NASDAQ. То есть все отдают себе отчет, что это новая экономика, туда вложили деньги, и поэтому вот этот рост произошел. Вопрос только заключается в другом. Не бывает бесконечного роста, нужен корректирующий откат. Вот как раз по NASDAQ, мне кажется, ситуация, она уже крайне сильно перегрета. Ну и вот недельный таймфрейм указывает на то, что индексы находятся на хаях. И здесь, в том случае, если сейчас будет коррекционный откат, и мы получаем пробитие 11170-11120 вот этого диапазона, у нас наиболее вероятно продлится движение, цель которого будет потестить и, возможно, пробить 10500. Вот по NASDAQ ситуация достаточно перегрета выглядит. Есть признаки того, что, ну, если не обвал, то здесь достаточно серьезный коррекционный откат может произойти. Так, ну и вот дневной таймфрейм. Дневной таймфрейм, правда, не такой страшный, как недельный. То есть здесь все-таки по большей части наиболее вероятный сценарий — это удержание текущего диапазона, который находится выше 11600. И в случае удержания этого диапазона мы можем рассчитывать на дальнейший удар, пробитие 12100, вот этой верхней штучки, и движение на дальнейший хай. Но я должен заметить, что все-таки по NASDAQ ситуация достаточно перегретая с моей точки зрения. И вот если что-то начнет происходить, мне кажется, вот именно с NASDAQ все это дело и будет. Ну как, коррекционный откат очень сильный, он будет рано или поздно. Здесь даже у меня нет сомнений. Он может быть крайне сильный. Для меня только вопрос, когда он будет. Он будет до Нового года или в следующем году. Вот. Все-таки здесь все больше факторов указывает, что до Нового года мы можем увидеть еще и многие вершины и по акциям, и по индексам. Но мне кажется, если кто-то сейчас хочет играть в краткосрочный лонг, наиболее интересно это то, что связано с S&P 500, если рассматривать индексы. Так, друзья, далее индекс доллара. Давайте начнем с недельного таймфрейма. По недельному таймфрейму здесь все достаточно просто. Мы находимся вот в этой консолидации. Нижняя граница консолидации проходит 92.15, 92.1. И, соответственно, верхняя граница это 94. Была попытка пробития, но мы так лой не переписали. И сейчас на предстоящую неделю, исходя из недельного таймфрейма, ну, тут рисуется только движение в рамках вот этой проторговки. Но это в рамках недельного таймфрейма. Сейчас мы посмотрим дневку. Так, ну дневной график. Ну смотрите, здесь, конечно, по дневочке есть вероятность того, что пойдет движение с целью потестить 92.12. Вот. Но здесь текущая формация, она все-таки в большей степени указывает на то, что здесь будет отбой и коррекционный отскок. Цель этого отскока, ну первая цель это 92.85, и потом у нас здесь есть зона волшебства, это 93.1. Вот если эта зона пробивается, дальше идет поэтапное движение 93.43, 94. Здесь какой есть момент? Вот по дневному таймфрейму на предстоящей неделе все-таки более вероятно движение именно к 93.1. То есть это укрепление индекса доллара. Но
В том случае, если мы сразу там в понедельник, во вторник начинаем двигаться вниз и пробиваем 92,2, 92,12, то в этом случае нас ждет дальнейший риск-он и проседание доллара к мировым валютам. Но опять же обращу внимание, что по дневному таймфрейму в большей степени здесь есть основания полагать, что разовьется отбой и движение на 93.42, ну предварительно 93.1, если он будет пробит, тогда 93.42 на предстоящей новой неделе. Здесь даже, вот как мне приходит в голову такой сценарий, возможно действительно мы в начале недели, вот сразу в понедельник, если мы не пробьем вот этот лой, то мы скорее всего в этой ситуации пойдем на 93.1 и будем здесь какое-то время торговаться. Вот. Потом объявят о том, что, допустим, AstraZeneca подала вакцину на регистрацию, и отсюда пойдет движение с целью потестить или пробить 92.12. Вот такой сценарий по индексу доллара мне приходит на ум. Вот, соответственно, он не реализуется, если сразу там в понедельник мы тут же идем на штурм и пробиваем 92.12 и уходим, первая цель 91.85. Вот здесь такая развилочка. Если вот это условие выполняется, удержание в этом диапазоне, то, соответственно, у нас, скорее всего, неделя будет посвящена движению на 92.1, 93.1. Ну и со всеми вытекающими последствиями и по нефти, и по российским бумагам, и по индексам. Так, друзья, далее индекс ММВБ. Давайте рассмотрим ММВБ, а то все время РТС пишут, что так РТС прицепился. Ну, мне кажется, здесь в любом случае имеет смысл только один индекс рассматривать. Если рассматривается ММВБ, не рассматривается РТС и наоборот, потому что иначе это, мне кажется, смысла особого нет, поскольку они отличаются по большей части в влиянии курса доллара-рубля. Так, но месячный таймфрейм указывает на то, что мы подошли к Рубикону. Но сразу мы этот Рубикон не взяли, не пробили и наверх не ушли. Так, а вот недельный таймфрейм-то у нас тревожный. Он указывает на то, что в большей степени вероятности нас ждет коррекционный откат и движение на 2815 и возможно вниз. В каком случае это не произойдет? Это не произойдет, если в течение предстоящей недели 3020-3010 мы не будем пробивать, устойчиво пробивать. Так, далее дневной таймфрейм. Что могу сказать по дневному таймфрейму? У нас сейчас достаточно позитивная ситуация, то есть мы закрепляемся на верхней границе. Вот, опять же здесь рисуется немножко, правда, другое значение. Это 3000-2980. В том случае, если идет откат и закрытие гэпа, исходя из дневного таймфрейма, здесь ничего страшного не происходит. Вот, просто может быть проторговочка чуть пониже и потом движение назад, наверх, к новым вершинам. Вот, но здесь абсолютно четко пробитие 2980 это прямо путь вот к этой коричневой линии, которая 2820-2815. Ну и исходя из дневного таймфрейма у нас происходит консолидация, набор позиций на хае. И в том случае, если будет удержано вот это значение, вот этот диапазон, нас ждет даже с откатами последующий донабор и продолжение роста. Вот. Но 2980-3000, вот этот диапазон, пробитие которого, оно скорее всего сыграет роковую роль и начнется очень сильная просадка. А пока по дневному таймфрейму здесь либо движение вот в этом диапазоне, наиболее вероятный сценарий, либо попытка пробоя и роста. Единственное, индекс доллара напрягает то, что он показывает возможный рост в начале недели. Если такой сценарий будет реализован, то мы тогда увидим тестирование 3000-2980, потому что с одной стороны там рост, он вроде просматривается по индексу доллара, но на 93.1 это не столь летально. Вот такое мое видение по индексам. Друзья, спасибо за внимание.